Здравствуйте. Здравствуйте. Какими судьбами в Германии? Случайно, Да что вы говорите? да. Я думал намеренно. Никогда не думала, не собиралась. Ага. Откуда сами? С Украины. Понятно, Украина большая. Откуда из Украины? Город Сумы. Только что разговаривал с одним парнем из Сум. Рассказывал, как там тероборона в начале войны защищала Сумы. Понятно. А вы откуда? Тоже из Украины. Только с Запорожской области. А вот это у вас флаг какой? Непонятно, в уголке. Нидерланды. А то смотрю, эти триколор только в другом порядке цвета Да, расположены. это Голландия. Голландия. Вы сейчас в Голландии? Да. Понятно. А вы там сколько находитесь? Полгода. Блин, что-то торможу, как говорится. Или сейчас еще такое есть выражение туплю. Вы из какого города? Из Украины? Я из села в Запорожской области, Семеновка. Ага, да. Да. Понятно. Ну, вам нравится в Голландии? Да нет, наша родина самая лучшая. А у вас в селе что было? Ну, как бы, чем вы занимались дома? Пенсионер. Ну, понятно, пенсионера. А вот всю жизнь с кем работали? Ну, по-разному, всякое было. В последнее время, скажем так, огородиком. Не колитесь, вы не колитесь. Ну, в смысле, не признаетесь, кто вы по профессии, там, кем трудились. Я по профессии инженер-механик по сельхозтехнике. Хорошая Сеялки, профессия. веялки, плуги, культиваторы, ну и тому подобное. Трактора, машины. Хорошая профессия. Да. Сейчас бы были бы помоложе, сейчас бы деньжище загребали в Голландии. Да, точно. А вы как попали в Германию? Да, вот беженка же я, беженка. Не, ну понятно. Вы Как попала? замужем или одна? Нет, я с сыном здесь. Ну, вообще я замужем, муж в Украине. Воюет? Да нет, не воюет. Ну, и слава богу. Слава богу. Когда закончится, вообще будет хорошо. Конечно. Чтобы никто не погибал. Ни свои, ни чужие, никакие. Всех жалко. Согласен. И дураков даже жалко. Согласен, конечно. А вы там вообще с кем? Ну, приехали с кем туда? У меня дети тут. Я в гостях. Дети, в гостях. Ну. У нас соседи уехали к детям в Швейцарию. 1 месяц только побыли. В гостях. В гостях это временное явление. Ну, конечно. Я надеюсь на родину скоро вернуться. А вы думаете возвращаться? Пока война, вообще не думаю, пока война. Никак, Нет. я не могу. Я войну не учитываю вообще в планах. Что у вас? А вообще, даже пока вот и не знаю даже, что вам ответить. Я сейчас вот как, не знаю, как не соображаю ничего. Вот хочу я здесь, хорошо мне здесь, нехорошо.
Вот я там, например, говорю кому-то, что я хочу в Украину, даже своим друзьям и знакомым, которые там остались. Они говорят, не вздумай, ты что, дурна? Не вздумай возвращаться. Ну, я не могу даже ничего сейчас сказать. Буду ли я возвращаться, не буду. А работаете или на пособии? Я на пособии, но я пошла на работу такую маленькую, мини-джоб. Ну, не важно, главное, что да, приди. А сын большой уже, маленький? Сыну 18 лет. А, о, нельзя вам возвращаться, нельзя. Ну, я же говорю, я даже не могу даже себе ответить, не то что кому-то, что я хочу, что будет. Вообще совершенно ничего не понимаю. И я уже от такого состояния уже просто плюнула, как говорится, и живу одним днем, ничего не думаю. Что будет, что не будет. Это понятно, но дело в том, что сыну 18 лет вернетесь, в армию заберут на войну. Ну да, ну, ему... Сейчас вот хочу хотя бы съездить в Украину к маме. 1,5 года аж не видела маму. Ну, видела по телефону, как вас вот. А так, ну, наверное, в этом году не поеду. Потому что уже лето заканчивается. Ну, скоро начинаются у меня курсы языковые и работа тоже. В общем, заработаю уже отпуск и на следующий год уже поеду, если доживем. А то говорят, что конец света скоро будет. О, С одним, вот тут а с мама одним... что говорит? А мама, насчет возвращать, чтоб я вернулась? Ну, вообще, как дела Ой, там? А, мама, ей 80 год, и она очень плохо переносит вот эти всякие психические атаки, вот эти сирены. На нее очень плохо они действуют. Ну и так тоже, вот эти взрывы, потом тоже она вот, ну, уже вот это старческий у нее такой, знаете, немножко маразм начинается. Психически она все это очень тяжело переживает. Плюс у нас район такой криминальный, она себе топор купила, сокиру, каже, купила. Все время кто-то ей там в двери стукает, я открываю с сокирой, встречаю всех. Ну, вот я вот это представляю, эту картину. Здравствуйте, я ваша тетя. В общем, крыша едет не спеша, как говорится. Ну, Ну, что сделаешь? Возраст у человека. да, возраст, я, конечно, когда была дома, она живет отдельно, но мы живем рядышком, я каждый день к ней ходила, вот там что-то помогу или так посижу с ней, поговорю. А сейчас она очень, конечно, от этого страдает, что меня нету рядом. Там вот это муж мой, которого она, честно говоря, терпеть не может. Ну, в общем, вот такое вот. Ну, ничего, вот так вроде бы и ничего хорошего, но стараемся бодриться. Что делать? Ну, Жить-то правильно. как-то надо дальше. Попали в такую страну, и вы, вот и я, очень все красиво, все нормально, не голодаем, всё помогают нам. Ну, так, было бы еще, война закончилась, и было бы вообще отлично. Ой, Но, но что-то тут слышал, что наши уже будут из-за границы людей призывного возраста выдергивать. ну, что будет, то и будет. Ну, от нас же как ничего не зависит. Буду дергать, значит, буду дергать. Что ж делать? Ну В да. Украине дергают, может, и за границей начнут дергать. Они только этих депутатских депутатов не дергают. Тут хотя бы одного дергнули. Вот там Ага. надо это, в Верховную Раду эти повестки приносить. Там такие здоровые мужики, ну прям им только надо давать ружье, и пусть идут воюют. Да. Так уж они и побежали. Ага. Вообще. А это Пригожина убили, да? Вы слышали? Я слышал, но тут неизвестно, убили или что там. Кто тут знает, что. Или, Гадать или знать. он сам Сам нет, убился? конечно, но что-то случилось, мало ли. Может, поломка самолета, может, что. Ну, пока ничего никто не знает. Даже американцы не знают.
Да, ну, в общем, просто действительно ничего не известно, но просто творится что-то невообразимое. Ну Э, да, да, да. такие события, что просто диву даешься. Ну, может, это хотя бы их отвлечет хоть на один день от Украины. Пусть они там своими, блин, занимаются этими А что? делами. А что он тут за погоду играет, этот Пригожин? Да и не знаю, воевал же в Украину, а какую там он Это что погоду воевал? играет. Ну, воевал, но сколько, месяца два не воюет, и что? Ничего ж не Не знаю. поменялось. Кто такой Пригожин? Это менеджер. Деньги зарабатывал. Ну, армия же у него там своя, Вагнер, не знаю, что-то они там решали, не решали. Да это он не хозяин этой армии. Ну, тогда я не знаю, что у них там за эти отношения такие и разборки какие-то тоже. Ну, что-то... О, и пропала Жиночка.